I was concerned you wouldn't make it this far. This is a big day for me. I've been waiting a long time for this moment. Let me show you. Excellence is not an art, it's a pure habit. We are what we repeatedly do. Ну и навел я пафоса, конечно. Вы находитесь на канале Мемефол, и у микрофона его вечный ведущий Александр Жуков. О ком мы сегодня поговорим, я думаю, вы уже прекрасно понимаете, так что не будем тянуть кота за хвост. В этом ролике вы узнаете все необходимое о Титане, его скрытых техниках, тактиках игры, а также о способностях, о которых никто не подозревал. И начнем мы с характеристик. Ронин является легкой машиной с высокой мобильностью, которая наиболее эффективна для ведения боя на средне-ближней дистанции. Но не нужно его недооценивать из-за малого количества ХП, ведь боевой арсенал у Титана поистине впечатляющий. Ронин один из немногих Титанов игры с двумя основными видами вооружения. В качестве первого у него выступает 4-зарядный дробовик, стреляющий 8 прожектальными пулями на максимальное расстояние примерно 20 метров. А вот вторым оружием является самый что ни на есть настоящий меч, который заменяет у Титана милишную атаку. Грубо говоря, пока остальные Титаны в ближнем бою используют свои несчастные ручонки, Ронин бьет своих обидчиков большой металлической балдой. И это тоже не реклама Виагры. Но и это еще не все. Меч Ронина также является его обороняющей обилкой. В активированном состоянии он поглощает 75% получаемого урона, а при работающей ульте все 85%. Но от атак ближнего боя меч вас никак не защитит. Вы в любом случае получите свой дамаг в полном размере. Также с мечом связан очень интересный глич. Если прожать определенную комбинацию клавиш, вы сможете ускорить анимацию блока. Работает все это дело следующим образом. Сразу после того, как вы прожали клавишу поднятия меча, вам нужно нажать на Ctrl, грубо говоря, присесть. Данное действие и ускоряет анимацию, обрезая ее в самом начале. Но это еще не главный прикол данной техники. Если ее комбинировать с выстрелом из дробовика, то у вас получится наносить урон, практически не выходя из блока. И вот тут уже все гораздо сложнее. Опуская меч, вы должны как можно раньше сделать выстрел, после чего поднять его обратно вместе с контролом и повторить этот процесс еще 3 раза, пока у вас не кончится дробь в барабане. С перспективы противника это будет выглядеть максимально проклято, ибо стрелять по Ронину, который без анимации меняет блок на дробовик, очень сложно. С дробовиком Ронина связана еще одна интересная особенность. Это единственное титановое оружие в игре, урон которого можно повысить, стреляя через стену плюс. В этом случае выходной урон будет составлять примерно 2500 хп, то есть по одной плашке за выстрел. Условий, в которых такая особенность может пригодиться, скорее всего нет, но не рассказывать о ней с моей стороны тоже было бы достаточно глупо. Теперь поговорим о дуговой волне, еще одной атакующей способности Ронина, но уже вторичного типа. Ее использование запускает в выбранном направлении этакую энергетическую линию, которая станет вражеского Титана на 1 секунду и наносит ему 1000 единиц урона, а пилотам 75. Дуговая волна может быть крайне токсичной способностью, если использовать ее в нужное время и в нужном месте. Следующим в списке способностей Титана идет фазовый рывок. По факту он работает так же, как и тактика фазового сдвига у пилота. И как можно понять из названия, главное отличие здесь в рывке при активации способности. Длина этого рывка составляет примерно 5 метров, а в комбинации с дэшем около 10. Но при помощи не самой мудреной техники вы можете заметно увеличить это расстояние. Называется такая штука фейсбустом, и для ее использования вам необходимо совместить фазовый и обычные рывки. Выглядит это следующим образом.
Фазовый рывок прожимается сразу после обычного, что по итогу дает вам возможность пролететь большее расстояние. Но не пытайтесь прожать оба рывка одновременно, иначе у вас ничего не получится, ибо для работы данной техники всегда должно сохраняться небольшое окно между нажатиями. И не забывайте зажимать клавишу приседания сразу после фейсбуста или обычного дэша. Это позволит вашему титану проскользить еще пару лишних метров. Данный лайфхак, кстати, можно применить к любому титану игры. Но вернемся к Ронину. Между прочим, фейсбуст — это не единственная техника, связанная с его фазой. Есть еще так называемый фазовый прыжок, который позволяет Ронину буквально летать по карте и залезать на места, о которых вы даже подумать не могли. Об этих позициях и технике фейсджампа в целом мы поговорим подробнее ближе к концу ролика, так что смотрите до конца. Ну и завершая разговор о способностях Ронина, мы поговорим о его ульте. При ее активации вы превращаетесь в питерского торчка, который достает свой энергетически заряженный карманный нож и носится по карте с ускоренным откатом рывков и усиленными способностями, тем самым сильно докучая встречающимся противникам. Урон меча под ультой увеличивается до 2200, а его способность поглощать вражеский дамаг до 85%. Перезарядка рывков ускоряется в 5 раз, а дуговая волна наносит 1500 урона титанам, а также ваншотает пилотов. И вдобавок у ульты Ронина тоже есть один интересный глич. Если при активации дуговой волны или поднятии блока нажать на единичку, то есть достать дробовик, вы сможете его использовать прямо во время действия ядра. Но шибко эффективным я бы этот баг не назвал, как минимум из-за его побочных эффектов. Если во время стрельбы из дробовика вы попробуете использовать ту же дуговую волну, то у вас пропадут все способности, и вернуть их можно будет только после окончания действия ядра, многократно нажимая на единичку. Также у ульты Ронина есть еще одна особенность, хоть и более заурядная. При использовании перка Highlander время ее работы можно продлить за счет убийства вражеских титанов. Изначально она длится 12 секунд, но как только вы кого-нибудь добиваете, к шкале добавляется еще 8, так что Ронин — это не иронично титан под спидами. И перки у него подобающие, так что сейчас мы обсудим самые полезные сборки на их основе. Из перков первой группы, как обычно, можно выделить турбодвигатель и перезагрузку ядра. Первый дает вам дополнительный рывок, а второй позволяет высадить титана с уже заряженным на 20% ядром. Это ультимативные перки, которые эффективны на любом из титанов, но конкретно на Ронине большинство игроков будут бегать именно с турбодвигателем, ибо суммарно с фазовым рывком у вас появляется возможность дэшиться аж 4 раза, что делает Ронина сверхмобильным на поле боя, особенно когда пришло время драть когти. Среди перков второй группы имеет смысл брать только аномалию и Thunderstorm. Аномалия сокращает время перезарядки фазового рывка на 33% с 12 до 9 секунд. А Thunderstorm дает в ваше распоряжение вторую энергетическую волну. И вот это уже звучит действительно имбово, ибо схватить от Ронина под ультой 2 дуговые волны — это очень и очень больно. Также особняком можно выделить перк Highlander, который я уже упоминал в описании ульты. Он не так эффективен, как предыдущие, но все еще может быть полезен в определенных режимах, например в БТ или в обороне фронтира. Ну и заканчивая разговор о перках, сейчас на экране вы можете наблюдать наиболее эффективные сборки для разных стилей игры, которые в случае с Ронином играют крайне важную роль. Невзирая на все особенности, я бы не назвал его слишком сложным титаном, тем более если мы говорим только об игре в паблик. Эта машина на поле боя должна позиционировать себя как титан-диверсант, заставляя выбирать между вами и вашими союзниками. Так что всегда обращайте внимание на количество титанов в вашей команде и команде врага. Вообще, Ронин по характеристикам титан хрупкий, но зафокусить его не так уж и просто. Работать на нем можно при любом раскладе, даже если ситуация не в вашу пользу. Вы как надоедливый комар можете носиться по карте и потихоньку кусать противников, пока они отвлекаются на ваших союзников. Но очевидно, что стычки 1 на 1 тоже будут, и далее мы рассмотрим их тактики боя по отношению к каждому из титанов игры. Однако, предварительно необходимо усвоить несколько базовых правил ведения дуэли на Ронине. Правило номер 1. Старайтесь никогда не вступать в прямую конфронтацию с фуловым титаном. Если это не страйдер с 3 ячейками, то у него в любом случае будет больше хп на размен. Выслеживайте покоцанных противников с 1 или 2 полосками здоровья, и только тогда начинайте дуэль. Чтобы
чтобы гарантированно довести их до обреченного состояния. Однако, если вы уже достаточно опытный пилот, то можно играть более агрессивно, заранее планируя путь отступления к укрытию для перезарядки. Дробовик Ронина имеет лучший урон в секунду, и грамотно спланированное отступление с последующим скорым нападением позволит раскрыть его потенциал на максимум. Правило номер 2. Мансуйте с помощью рывков и постоянно следите за их количеством. Вы управляете одним из самых динамичных титанов игры, и было бы странно не использовать его мобильность в бою. Резкие дэши влево и вправо могут достаточно сильно дезориентировать противника, что даст вам возможность пару раз безнаказанно нанести урон. Это, кстати, наиболее актуально под ультой. При этом держите хотя бы один дэш про запас, чтобы быстро сменить свою позицию и банально убежать из файта. Также не забывайте про фазовый рывок. Его лучше всего использовать для безопасной перезарядки дробовика в пылу битвы. Правило номер 3. Старайтесь навязать врагу ближний бой. Несмотря на то, что Ронин достаточно шустрый, при схватке высокая дистанция между вами и противником только играет последнему на руку, ибо при сокращении этого расстояния вы будете лишь терять свое хп. Ну и последнее правило. Не нужно бездумно спамить удар мечом. Механика ближнего боя в Titanfall работает таким образом, что при синхронном ответном ударе противник может полностью избежать урона от меча, да еще и отбросить вас на пару метров. Чтобы этого избежать, вам придется бить в правильный тайминг. В качестве примера возьмем Монарха, который безудержно спамит милишку. Таких игроков вы и будете встречать в своих матчах чаще всего. Ответный удар нужно наносить примерно через полсекунды после получения вами урона от тычки. Большинство людей такая ответка вводит в замешательство, и они просто продолжают вас лупить без какого-либо результата, пока у них не кончится хп. Тем не менее, не стоит терять свое внимание, ибо более опытные игроки будут стараться изменить периодичность своих ударов, чтобы сбить вас с ритма. И вот теперь пришло время поговорить о тактиках ведения боя против каждого титана игры. Начнем с Иона. Против него, как обычно, нужно играть на истощение, ведь наиболее уязвимый Ион — это Ион без энергии. Провоцируйте его как можно чаще поднимать вихревой щит, после чего сближайтесь и бейте его мечом. Также не забывайте пускать в него дуговые волны. Из моего прошлого гайда можно вспомнить, что вихревой щит достаточно плохо их ловит, так что в большинстве случаев они обязательно будут наносить урон. Ну а в принципе, Ион — это как раз таки один из тех титанов, к которому лучше заходить со спины, пока он чем-то занят. Следующим на очереди идет Тон, и в большинстве случаев это самый настоящий корм для Ронина, но не без нюансов. Против Тона оптимальнее всего как можно раньше сокращать дистанцию и использовать тактику провокации. Например, с помощью дуговой волны его можно забайтить на использование щита, который мы легко преодолеваем с помощью фазы. Лицом к лицу у Тона единственная надежда — это набрать ядро первым, ибо сухой урон у Ронина попросту выше. А если еще добавить уклонение рывками и фазу со свордблоком, то Тону для победы нужно, чтобы Ронин реально промахивался чуть ли не каждым выстрелом и делал полнейшую чепуху. Далее мы поговорим о Монархе, и вот с ним все крайне неоднозначно. С одной стороны, он для нас лакомый кусочек, ведь это титан без активной защищающей обилки, которому банально нечем контрить наш дробовик и дуговые волны. Но с другой, благодаря тактической перезарядке, у него тоже есть 4 дэша, благодаря которым он постоянно будет пытаться нарастить с вами дистанцию. Так что если при встрече с Монархом он отбросил дымы и начал пятиться на другую часть карты, то просто забудьте про него до поры до времени. При попытке его догнать вы, скорее всего, потеряете слишком много хп, и вам уже будет нечего разменивать в файте. Так что Монарх хоть и та еще пиньята, бить ее нужно в более тесном пространстве, либо когда он отвлекся на кого-то еще. Теперь обсудим титанов пожирнее, а именно Скорча и Легиона. Первый против нас практически беспомощен, от его снарядов мы уворачиваемся, от стены тоже, ну а ульту мы просто скипаем фазовым рывком. Как итог, просто не заходите в зону действия его огненного щита. Держите со Скорчем среднюю дистанцию и спамьте в него всем, что есть в вашем арсенале. А вот с Легионом все немного сложнее. К нему лучше всего заходить только со спины, ибо такое большое количество хп разменять очень сложно. Его, конечно,
Конечно, можно попытаться распикивать от углов и укрытий, но этот процесс, скорее всего, будет очень долгим и неэффективным. Так что придерживаемся ранее упомянутой тактики комара. Хотя, по сути, единственный логичный способ переиграть Легиона — заработать ядро раньше, чем это сделает он. А вот с Нордстаром ситуация противоположная. В него нужно упарываться и как можно раньше сокращать дистанцию, ибо ни ХП, ни активной защиты и даже скорострельного оружия, способного вас быстро разобрать, у Норда попросту нету. Тем не менее, особо не заявляйте о своих намерениях, находясь на дальней дистанции. У Норда всегда хватит мобильности сменить позицию, да еще и поймать на выстрел, когда вы выходите из-за угла. Так что начинайте сближение где-то на средней дистанции, чтобы он не успел от вас убежать. Теперь поговорим про тактику игры против Ронина. Хо-хо. Тут буквально бой с тенью. Какой-то ультимативной стратегии для дуэли на Ронинах банально не существует, ибо махач этих двух титанов ощущается слишком уж динамично. Нужно всегда подстраиваться под ситуацию, хотя пару советов дать все-таки можно. Очень важно следить за ресурсами врага, оптимально реагировать на его атаки и вовремя контратаковать. Например, Ронина в пассивной защите после отстрела всего его арсенала лучше всего атаковать мечом, ибо урон от ближки пробивает его блок насквозь. Но что если противника смелее и сам начал лупить вас своей дубиной? В этом случае отвечаем парой выстрелов в зону критического урона и дуговой волной. Как только у вас получилось провести успешную комбо-атаку, скорее набирайте дистанцию и уходите в фазу, чтобы перезарядиться. На самом деле возможностей наказать и быть наказанным огромное множество. И если описывать их все, выйдет та еще лекция, так что тренируйтесь, экспериментируйте, и у вас обязательно все получится. Особенно если учесть все те знания, которые вы приобрели во время просмотра этого ролика. Теперь пришло время поговорить о технике фазового прыжка. Здесь суть в том, что с использованием шероховатости карты вы можете запустить своего Ронина в воздух. Чтобы это сделать, в первую очередь вы должны найти на карте какой-нибудь объект с разной степенью наклона. Как, например, это заграждение возле ящика под мостом на Бумтауне. Здесь вы зажатым шифтом или автобегом начинаете бежать в сторону этого наклона, попутно прожимая обычный рывок сразу после фазового. Грубо говоря, это тот же фейсбуст из начала ролика, но в обратной последовательности. И здесь на самом деле крайне легко ошибиться из-за тайминга использования рывков, ибо секундой раньше, секундой позже и вместо фейсджампа вы высираете позор. Также далеко не все наклонные поверхности на карте можно использовать для фейсджампа, но это достаточно легко проверить. При попытке упертого бега в определенные точки подобных объектов, дробовик Ронина начинает бесконтрольно дергаться. И это является главным сигналом того, что здесь можно попробовать запустить Титана в воздух. На самом деле таких точек на картах можно найти достаточно много, если внимательно поискать, но далеко не все из них работают или банально стоят внимания из-за низкой степени своей эффективности. Мы проверили все карты и собрали для вас самые интересные позиции для фейсджампа, которые можно найти в игре. Начнем с Бумтауна, главную позицию которого вы уже видели. С ее помощью вы можете быстро перелететь на верхний спаун или попытаться убить пилотов, которые засели на здании в центре карты. В том числе можно улететь назад, вправо или влево, чтобы убить противников, которые засели на крышах маленьких зданий. Далее идет экзопланета. Здесь первое место для фазового прыжка находится справа у здания на верхнем спавне. Точкой соприкосновения являются эти маленькие ящики, благодаря которым мы взлетаем в воздух и получаем возможность убить противника на крыше соседнего здания. Следующей точкой является вот этот камень на противоположном спавне. Упираемся в него и получаем доступ к крыше ближайшей застройки. Теперь поговорим про Эдом. Здесь большинство позиций для фейсджампа сконцентрировано на крыле десантного звездолета, который находится недалеко от спавна с вокзалом. Здесь все зависит от того, с какой именно стороны крыла вы будете взлетать. Если с внешней, то у вас появляется возможность улететь за вокзал, а при желании даже постоять на его крыше.
Если стартовать с внутренней стороны крыла, то можно долететь ближе к середине карты, минуя пустое поле. То же самое можно сделать, если стартовать с внешней стороны правого крыла. Есть еще позиция на противоположной стороне карты, возле обломков одной из конструкций. Отсюда теоретически можно облететь вражеских титанов, которые взяли вас в окружение. Далее обсудим черный водоканал. Тут у нас только одна точка для взлета, но она крайне эффективна и при этом проста в исполнении. Уткнувшись в этот наклоненный кусок бетона, у вас появляется возможность залететь на мост. В данном случае Ронин практически имеет монополию на мобильность, ибо так высоко может подняться только Нордстар под ультой. Следующая карта на очереди — это разлом. И здесь позиция не сколько полезная, сколько забавная и неожиданная. Если правильно упереться в один из углов стены справа от спавна, то можно попасть на жердочку, которая держит веревку для пилотов. И на самом деле сделать это не всегда просто. Здесь фейсджамп нормально работает только в одном месте, и если промахнуться, то вам банально не хватит высоты прыжка. Старайтесь ориентироваться на положение прицела, которое вы видите сейчас на экране, и у вас все обязательно получится. Теперь поговорим о позициях на карте Драйдок. Первая находится на одном из обломков, возле желтого грузовика на краю карты. Чтобы попасть на точку взлета, вам необходимо взобраться на обломок по определенному пути, как это показано на экране. Ну а следующая позиция находится совсем недалеко. Если правильно упереться в этот угол, то с помощью фейсджампа у вас появляется возможность перелететь на верхний ярус карты. Думаю, что преимущество подобных движений и объяснять-то не нужно. Единственный, кто сможет до вас добраться, это Нордстар. Но пока он взлетит, вы уже будете где-то на границе с Мексикой. Еще одна точка для взлета тоже находится неподалеку. Правильно уткнувшись в этот желтый обломок, вы сможете взлететь на стоящую рядом колонну. Какой-то практической пользы у этой позиции я не вижу, но она достаточно забавная. А перед тем, как мы перейдем к следующей карте, в виде бонуса я вам покажу еще один спот, на который можно забраться просто с фейсбустом, без каких-либо гличей окружения. На верхнем спавне можно попасть на этот небольшой мостик. Для этого становимся на ящик неподалеку и прожимаем фейсбуст. Просто сидеть на самом мостике, наверное, не очень эффективно, но если его пролететь, то вы преодолеете достаточно большое расстояние за маленький промежуток времени. Далее обсудим передовую базу Кадай. Суммарно мы здесь нашли две точки для взлета, и все они просты в исполнении, и при этом крайне эффективны. Первая находится с правой стороны от нижнего спавна, недалеко от верхнего яруса карты. Наше внимание здесь приковывает вот этот камень. Если упереться в него так, как показано на экране, то с использованием фейсджампа у вас появляется возможность оперативно залететь чуть ли не на центр карты. Это буквально самый быстрый способ забраться наверх, благодаря которому вас не догонит ни один другой титан игры. И кстати, вторая точка для взлета находится буквально в нескольких метрах от первой. Она уже не так эффективна, но при этом все еще полезна. Если правильно упереться в этот камень и прожать фейсджамп, вы запустите себя на несколько метров вверх, что даст вам возможность в том числе чуть быстрее попасть на верхний ярус карты. Но прикольнее всего будет, если попробовать улететь налево. В режиме последний из титанов там находится батарейка, и благодаря этой позиции вы увеличиваете свои шансы заполучить ее быстрее противника.
Следующий в нашем списке идет карта Homestead, на которой мы нарыли 3 позиции. Начнем с самой сложной. Недалеко от центральной башни есть утес, с которым вы наверняка знакомы. Как бы странно это ни звучало, но на него можно попасть и с передней стороны, если использовать определенный камень неподалеку. Данная точка для взлета крайне ненадежна. Здесь очень легко ошибиться, но если вы все-таки надумали ее использовать, то прожимайте фейсджамп строго в месте, показанном на экране, и тогда все пройдет успешно. Вторая позиция находится с задней стороны все того же утеса. Если упереться в этот наклоненный камень, то вы с легкостью сможете запустить своего титана в воздух и улететь на противоположную сторону карты. На последнюю третью позицию советую обратить особое внимание, так как она может быть полезна не только для Ронина, но и для любого титана игры. Недалеко от центра карты есть каменная возвышенность, на которую все нормальные игроки забираются через проход справа, либо сзади через ущелье. Но мы не такие, как все. И чтобы это доказать, мы упираемся в левый угол этой каменной стены и просто прожимаем рывок. Да, все настолько просто. Излететь на Ронине здесь тоже можно. Для этого просто упираемся в центр стены и прожимаем фейсджамп, запуская своего титана буквально на все 4 стороны. Святыня будет последней картой, о которой мы сегодня поговорим. Из более-менее полезных позиций здесь только 2. Первая находится у камня, немного левее от нижнего спавна. Здесь главное правильно в него упереться. Как только у вас без остановки начнет дергаться дробовик, прожимайте Face Boost вместе с рывком и зажатым контролом. Таким образом у вас получится долететь аж до моста. Хоть этот спот и дает Ронину возможность сбежать абсолютно от любого титана в игре, особо надеяться на него не нужно, ибо нащупать ту самую точку для взлета на камне достаточно сложно. Теперь поговорим о позиции номер 2. Она также находится на нижнем спавне, возле небольшой стены. Уперевшись в нее так, как показано на экране, у вас теоретически появляется возможность пострелять по пилотам, засевшим на крышах ближайших зданий. Ну и в принципе это все полезные позиции, которые мы нашли. Так-то подобных глич-спотов для взлета на картах предостаточно, но они находятся в такой жопе, что никакого толку вы из них извлечь скорее всего не сможете. Но если уж вам так любопытно, то можете их поискать самостоятельно в частном матче, благо о технике взлета мы вам уже рассказали. Да и не только о ней. Я думаю, этот ролик является исчерпывающей кладью информации о Титане, из которой для себя смогут подчеркнуть что-то полезное не только новички, но и опытные пилоты. Ну а с вами был Александр Жуков. Спасибо за просмотр и удачи на полях Фронтира. Небольшое послесловие. Хочу отдельно поблагодарить пару человек, без которых этот ролик никогда бы не существовал. В первую очередь хочу выразить свою благодарность Эйвону Боймелу, АК голосу Вайпера из сюжетной кампании Titanfall 2. У меня нет слов, которыми я бы мог вас отблагодарить. Мне до сих пор не верится, что в озвучке интро для этого несчастного ролика поучаствовал самый настоящий актер из игры. Что? Огромное спасибо. Также хочу поблагодарить Сион, Сплиттераша и Проводника за их поистине титаническое терпение во время съемок. Ну и напоследок, безусловно, хочу поблагодарить Зеритоя за его геймплей, правки и в принципе помощь при создании ролика. Чё ты высрал, блядь? Без него он бы точно не вышел, ведь я-то на Ронине играть не умею. Коля, Очень Коля, важным стань на пол, блядь. делом. Не отвлекай, я занят очень важным делом.